Я приглашаю на эту сцену руководителя компании Global Intellect Service Вячеслава Ушенина. С удовольствием вас приветствую в этом зале, в этом шикарном зале. Каждый раз традиционно я выступаю на этих мероприятиях на итогах года, и, как правило, мое выступление состоит из двух частей. В первой части я говорю о том, что у нас было в прошлом году. Я говорю о том, что у нас будет в следующем году. Стратегия нашего развития, приоритеты на следующий год. И сегодня мы тоже начнем с итогов. Так, поехали. За 2016 год, мы сейчас говорим про наш продукт UDS Game, за 2016 год мы сделали больше 10 обновлений самого продукта. Это якорное обновление нашего продукта, именно бэкэнда, и больше 30 обновлений мы сделали приложения нашего, мобильного приложения нашего клиента. За 2016 год чуть меньше 400 тысяч человек скачали наше мобильное приложение, установили на свои смартфоны, установили на свои девайсы. На этом слайде вы можете увидеть динамику, статистику скачивания мобильного приложения. Причем здесь не общая статистика, а именно конкретно количество скачиваний в каждый конкретный месяц. И вы можете видеть по этой статистике, что практически каждый месяц у нас количество скачиваний оно постоянно увеличивалось. И мы видим, что в концу года пошла такая хорошая динамика вверх, количество скачиваний. Следующий очень важный показатель, по сравнению с прошлым годом он вырос в 2,5 раза, это рекламная мощность нашего мобильного приложения, то есть порядка среднемесячное количество, порядка 8 миллионов просмотров ленты новостей в нашем мобильном приложении. Далее, средняя продолжительность одного сеанса, то есть это время нахождения пользователя в нашем мобильном приложении, и в среднем получается, что где-то порядка 2 минут. Тоже очень важный слайд, очень важная статистика, это количество подключения новых клиентов к нашему сервису. И опять же, здесь не по нарастающей количеству, а именно сколько клиентов мы подключили в каждый конкретный месяц. И на этом слайде вы можете видеть, что количество клиентов с каждым месяцем у нас увеличилось. Особенно к концу года динамика пошла вверх. Если бы мы нарисовали еще, продолжили, то есть тенденция продолжается, если бы мы сюда добавили столбик за январь 2017 года, то это был бы самый высокий столбик в этом графике. В январе мы снова побили рекорд по количеству подключения новых клиентов. На сегодняшний день, на 19 февраля, мы уже подключили больше клиентов, нежели в январе 2017 года. Каждый месяц мы подключаем все больше и больше клиентов. Идем дальше. За прошлый год компании разместили 67 тысяч новостей в нашем мобильном приложении о себе, о своих товарах. Почти 58 тысяч товаров загружены в прейскурант в нашем мобильном приложении в 2016 году. Среднемесячный показатель транзакций по всем нашим клиентам составляет чуть больше 450 тысяч транзакций. Далее, по работе с продуктом. Мы в прошлом году провели 25 бизнес-форумов больших по СНГ. И наши бизнес-форумы, это, знаете, это превратилось уже в целое движение. Это такие большие дискуссионные площадки, где встречаются предприниматели и делятся какими-то новыми инструментами. Предприниматели ищут на этих площадках какие-то новые контакты, источники для вдохновения. Это приобрело такое целое масштабное движение, и мы однозначно в этом году будем это продолжать. И вот на сегодняшний день, на 19 февраля, мы уже провели 17 бизнес-форумов по СНГ. В прошлом году 25, сейчас уже в 17 форумов, и мы будем это дело продолжать обязательно. В прошлом году очень важный момент, мы провели стратегическую сессию, и я так считаю, что это было, наверное, определенным поворотным моментом в развитии нашего продукта, потому что после этой сессии, которая была у нас в Астане в июле 2016 года, у нас пошла очень хорошая динамика по развитию продукта, по подключению клиентов и так далее. И мы однозначно будем это продолжать делать. Мы будем делать стратегические сессии, и первая стратегическая сессия в этом году она состоится в апреле, и на эту стратегическую сессию мы будем приглашать тех наших партнеров, которые активно занимаются продажами, у которых есть хороший по этому результат по продажам. На сегодняшний день мы имеем более 80 офисов продаж, не только по СНГ, а уже в некоторых странах мира. Тоже очень важное событие в 2016 году – это открытие офиса и открытие компании в Малайзии. Малайзия – это ворота в Юго-Восточную Азию, макрорегион с очень высоким экономическим потенциалом. И вы знаете, население Юго-Восточной Азии порядка 600 миллионов человек. Для сравнения, СНГ – это 270-280 миллионов, 600 миллионов населения. А сейчас там запустился офис, он уже начинает работать. Тоже очень важное событие – это получение торговой марки в США. Торговая марка на наш продукт UDS Game. И эта торговая марка, она позволяет нам
уже более так активно начинает работать на территории Соединенных Штатов Америки. И эта торговая марка, она позволяет нам получать другие торговые марки на других территориях более быстрее. Далее. В 2016 году у нас появились сертифицированные дилеры продаж в Российской Федерации и в Республике Казахстан. И в 2017 году мы тоже будем активно в этом плане работать. У нас было совещание в пятницу с лидерским составом, и мы для себя это решение приняли, что мы сейчас будем активно сертифицировать дилеров продаж на территории многих стран. На сегодняшний день хотя бы один клиент UDS Game есть в 48 странах. И 875 городов мира есть хотя бы один клиент, который использует наш продукт, нашу систему лояльности UDS Game. Подытожим, это после нашего финального аудита официально цифра компании выросла в прошлом году по товарообороту на 317% за прошлый год. Окей, идем далее. Стратегия развития на 2017 год. То есть над чем мы сейчас работаем и что у нас в планах. Причем, когда мы делали слайды «Стратегия развития на 2017 год», я поправлю эту стратегию развития на ближайшие полгода. То есть до 1 июля 2017 года, какие у нас стоят перед нами задачи. Начнем с самого основного. Первое – это платежный шлюз. То есть это возможность приема платежей нашими клиентами, нашими предпринимателями в свою пользу через мобильное приложение. Мы уже какое-то время об этом говорим, но сложность у нас заключалась в том, что мы не являемся мономерчантом, мы не являемся монопродавцом. Да? Мы как площадка, наоборот, которая должна была обеспечить возможность нашим клиентам, предпринимателям получать платежи в свою пользу через мобильное приложение. В этом заключалась работа, и на сегодняшний день у нас достигнуты все принципиальные соглашения. Это по бизнес-процессам, по тарифной сетке, по юридические аспекты и так далее. И мы уже готовы к подключению. Когда мы, обновим и у нас выйдет это обновление, то все наши клиенты, вы наши клиенты, вы можете через мобильное приложение UDS Game начинать принимать платежи от своих клиентов в свою пользу. Дальше то, что вы все ждете, мы с вами об этом говорили. Сейчас идет полным ходом работа над вот этим апдейтом. Это работа без приложения смартфона, то есть идентификация пользователя по номеру телефона. То есть сейчас мы его идентифицируем пользователя по мобильному приложению по QR-коду. Да, после этого обновления мы начнем идентифицировать с помощью мобильного телефона. Как это будет работать? Например, клиент ваше заведение или вашу компанию, пришел клиент, его рассчитывает администратор или официант, и понятно, что у него спрашивают, есть ли у вас такое мобильное приложение. Если есть, то окей, если нет, то достаточно просто спросить номер телефона. Клиент дает номер телефона, администратор вбивает номер телефона в консоль, и в эту же секунду клиенту приходит смс о том, что вам начислено какое-то определенное количество баллов вот в этом заведении. Чтобы этим баллом воспользоваться, вам нужно скачать мобильное приложение. Да. Таким образом, клиент попал к нам в базу, и мы его начинаем идентифицировать по номеру телефона. То есть он теперь может ходить по заведениям, которые есть на сегодняшний день в нашей системе лояльности, и пользоваться всеми скидками, всеми начислять бонусные баллы с помощью своего номера телефона. Вообще, в принципе, можно не спрашивать мобильное приложение, можно просто спрашивать мобильный телефон. И он везде ходит, у него копится балл, или он получает скидку, и каждый раз приходит смс, и в один прекрасный момент он смс-ки соберет в кучу и решит скачать мобильное приложение. Он заходит, нажимает на ссылку, скачивает мобильное приложение, верифицирует свой номер телефона, и в эту же секунду у него все баллы восстанавливаются, и он может этими баллами пользоваться. Зачастую, когда мы приходим к нашим клиентам, мы сталкиваемся с таким вопросом, как интеграция с системой учета, с популярными системами учета, такие как DNS, AirKeeper, ICA и так далее. Понятно, что у нас эта интеграция есть, и мы в 2017 году будем обязательно ее усиливать, ее улучшать. Это во-первых. Плюс к этому, во-вторых, мы провели изыскательные работы, и мы пришли к выводу. Мы все понимаем, что все уходит сейчас в облако. Да, облачные технологии. И эта ниша бизнеса тоже не исключение. То есть сегодня есть очень много интересных контрольно-кассовых систем учета, которые в облаке. И этот процесс, он необратимый, то, что у нас все уходит в облако. Чем хороши облачные решения, вот именно контрольно-кассовые системы учета? Тем, что им нужны малые бюджеты, это очень экономично, это очень гибко настраивается все, и очень гибко, и не нужно там оборудование покупать и так далее. И многие бизнесы, мы видим тенденцию, что они сейчас переходят на облачные системы. И мы, видя этот тренд для себя, тренд в 2017 году, задали интеграцию, тесную интеграцию, партнерство с системой контроля кассового учета. У нас есть уже компании, с которыми мы
в процессе переговоров, у нас есть компании, с которыми мы уже в процессе интеграции, и есть компании, с которыми мы уже интегрировались. В этом зале я знаю, что сидят представители нескольких компаний, с которыми мы уже ведем диалог. И есть, например, очень интересный кейс. Мы интегрировались с компанией Smart Touch. Это система контрольно-кассовая система учета. И что такое интеграция облачных систем? Это настолько тесная интеграция, что, например, со Smart Touch нам не нужно вызывать специалиста, она уже интеграция вшита внутрь. То есть если клиент пользуется системой Smart Touch, он просто заходит в настройки, ставит галочку UDS Game, и у него сразу разворачивается его лицензия. Не нужно никаких модулей, специалистов там и так далее. Мы сейчас активно над этим работаем, и на следующей неделе у нас уже несколько встреч. Нам уже сами звонят разработчики данных продуктов для того, чтобы мы вместе утяжелили наши продукты. Причем мы друг друга усиливаем. И я вообще вижу, что это может быть такое партнерство, когда мы можем пакетно предлагать облачную систему лояльности и облачную систему учета. Идем дальше. Веб-версия мобильного приложения клиента, все возможности мобильного приложения в веб-браузере. У нас еще до сих пор есть люди, которые ходят со старыми телефонами, у них старая операционная система. И на этих операционных системах не работают новые приложения. Но в каждом таком телефоне есть веб-браузер. Мы сейчас тоже работаем над тем, что мы скоро выпустим веб-версию нашего мобильного приложения. То есть можно будет пользоваться всеми возможностями мобильного приложения Game в браузере. То есть человек может зайти в браузер на сайт udsgame.com, ввел свой логин, пароль, и все возможности приложения, они есть там. Он может смотреть профиль компании, может передавать QR-код, он может копить баллы, может баллами рассчитываться. То есть все эти возможности, они придут в десктоп. Далее, предыдущее обновление, оно нужно для того, чтобы мы еще больше охватили базу наших клиентов. И это тоже чат-боты нужно для того, чтобы мы смогли охватить еще большую аудиторию. Теперь можно будет коммуницировать полностью с мобильным приложением через мессенджеры. Например, тот же самый помощник чат-бот UDS Game. Эта задача у нас стоит летом, мы, наверное, и летом реализуем. Тогда, когда вы сможете через, например, Telegram общаться полностью со своим мобильным приложением или со своей консолью. Дальше. Редизайн админ-панели. Над этим активно работаем. Скоро мы ее обновим. Она будет в парадигме Web 2.0. Это плавность, красота, удобство. И понятно, что новый дизайн повлечет за собой еще повышение юзабельности. Будет более понятным интерфейс. Мы работаем над тем, чтобы все более в доступном виде объяснять клиенту, как нужно пользоваться нашим продуктом. То есть такой частичный мануал внедрения с этим новым дизайном. Также в планах у нас расширение инфраструктуры. Это я сейчас говорю про точки присутствия нас как компании в разных странах мира, точки присутствия для того, чтобы наш продукт работал более стабильно в любой точке планеты, в любой стране. Приоритетом на 2017 год, вернее, приоритетом на, наверное, ближайшие полгода мы для себя выбрали два основных приоритета. Первый, вы знаете, до 1 июля наша задача подключения больше 10 тысяч бизнесов к нашей системе и расширение географии UDS Game, адаптация под разные рынки. И здесь адаптация, опять же, не только про точки присутствия, я говорю про адаптацию под местные системы платежной системы, под местные системы контрольно-кассового учета. Адаптация под рынки – это адаптация под языки. То есть мы на своей стороне сейчас написали очень интересное решение, которое нам позволяет добавлять языки намного быстрее, чем мы это делали раньше. Сейчас намного проще стало. Я заканчиваю свой блог. В конце своего блока я хотел бы поговорить о том, что такое UDS Game. Это вопрос позиционирования. Это вопрос, он очень актуальный и понятное дело, и мы будем об этом говорить каждое наше мероприятие. Почему? Потому что наш продукт очень быстро развивается, и рынок не стоит на месте, рынок постоянно меняется. Мы постоянно каждый день сталкиваемся с какими-то новыми вызовами. И это очень важно гибко реагировать на эти вызовы. И компания будет процветать и развиваться только тогда, когда мы можем гибко на эти вызовы отлавливать эти вызовы и на эти вызовы отвечать. Что такое UDS Game? Каждый предприниматель, у каждого бизнеса есть ряд задач. Каждый предприниматель – это позиционирование. Каждый предприниматель должен думать о том, чтобы создавать новые каналы лидогенерации. То есть мы должны думать о новых альтернативных каналах лидогенерации. То есть нам нужны новые клиенты. Каждый предприниматель должен об этом думать. Каждый предприниматель должен думать о том, чтобы не просто клиенты приходили, но надо, чтобы они еще оставались. В идеале каждый клиент, который к нам пришел, он стал лояльным, постоянным клиентом. Потому что вы знаете сейчас, что стоимость привлечения одного клиента, она постоянно растет. И сейчас ни для кого не секрет, что первая продажа, она не то что в ноль, она в минус. То есть мы платим деньги за первого лида для того, чтобы его привлечь. И бизнес начинает зарабатывать только в так называемых апсейлах. То
То есть дальше до продажи продукта тому клиенту, который у тебя уже купил. И вот здесь начинаются самые большие деньги. И думать в своем бизнесе нужно про апсейл. Повышать лояльность своих клиентов – это тоже задача, очень важная задача в бизнесе. Постоянный контакт с клиентами. Мы знаем, что для того, чтобы иногда, чтобы что-то продать, нужно просто напомнить о себе. Причем этот контакт, он должен быть не навязчивый, а он должен быть, скажем так, аккуратный. Да? Это не тогда, когда вы рассылаете своей клиентской базе смс-ки и тем самым настраиваете своих клиентов против себя. Каждый бизнес должен думать об обратной связи от клиентов. Причем обратная связь, она в традиционной, обычной модели, обратная связь от конечного клиента до владельца бизнеса, она проходит через серию посредников. Это официант, администратор, управляющий бизнес и так далее. И, как правило, вот этот фидбэк, он негативный не доходит, доходит только позитивный, доходит искаженный. И зачастую предприниматель не знает, что у него в бизнесе творится. Очень важно получать обратную связь. И обратная связь, она должна быть, опять же, ненавязчивой. То есть это не когда вы машину отдали на ТО, и вам потом целую неделю звонит автосервис и спрашивает, оцените по 10-бальной шкале. Задача сегодня стоит о том, чтобы запустить рекомендательный маркетинг. Задача сделать своего клиента промоутером в своем бизнесе. Очень много задач, и есть одно решение. 5 основных конкурентных преимуществ продукта. Я понимаю, что их очень много, но мы постарались и выделили 5 основных преимуществ. Первое. UDS Game – это международная система лояльности. Далее. Это альтернативный инструмент для лидогенерации. Как бы мы ни говорили, у нас приходят новые клиенты с мобильного приложения. То есть мы получаем новых клиентов. Это альтернативный канал лидогенерации. Далее. Это канал коммуникации с клиентами. Это правильный канал коммуникации. Тогда, когда вы можете коммуницировать через ленту новостей, там, где предприниматель может на вас посмотреть, почитать, либо через пуш-уведомления. И если клиенту не интересно, он может от вас отписаться. Но вы не назойливы. Да? Далее. Это канал обратной связи. Четвертое. Канал обратной связи, где клиенты могут напрямую общаться с владельцем бизнеса, минуя вот эту вот цепочку посредников, которые не заинтересованы в правдивом фидбэке. Мы получаем на саппорт, на самом деле, очень много такой обратной связи положительно о том, что я начал разбираться в своем бизнесе, я понял, где у меня есть узкие места в моем бизнесе, потому что я получаю фидбэк, я понимаю, что происходит в бизнесе, что происходит в полях. Самый, наверное, важный момент – это инструмент для запуска рекомендательного маркетинга. То есть это тогда, когда мы можем смотивировать клиента делать рекомендации нашего бизнеса. Тогда, когда мы можем наших клиентов конвертировать в постоянных клиентов, конвертировать в промоутеров нашего бизнеса. Вот это 5 основных сегодня преимуществ, которые есть у этого продукта. На чем мы, скажем так, концентрируем сейчас свое внимание.